Посмотри на меня внимательно. Ты можешь купить самый красивый ежедневник в дорогом магазине. Можешь собрать огромную карту желаний и повесить ее на самом видном месте. Можешь даже одеться в безупречно белое в новогоднюю ночь. Но я скажу тебе правду, и твоему разуму будет по-настоящему больно ее услышать. Если ты шагнешь в 2026 год, продолжая нести на себе все эти 9 эмоциональных паразитов, грядущий год не подарит тебе новых возможностей. Он станет лишь биологически и эмоционально точной копией года уходящего. Нам умело продали романтическую идею о том, что перемены начинаются с бесконечного списка намерений, с того, чтобы постоянно добавлять что-то новое в свою жизнь. Однако нейробиология куда суровее. Прежде чем твоя префронтальная кора сможет спланировать блестящее будущее, лимбической системе необходимо сбросить тяжелый балласт, который удерживает ее в состоянии хронического воспаления. Сегодня я здесь не для того, чтобы мотивировать тебя пустыми лозунгами. Сегодня мы проведем самую настоящую операцию на душе. Предупреждаю сразу, тебе будет очень больно отпускать то, к чему ты привыкла. Твой мозг, зависимый от всего знакомого, начнет отчаянно сопротивляться, но если ты дослушаешь до конца, я обещаю, ты наконец поймешь, почему так долго чувствовала себя застрявшей на одном месте. И самое важное, в твоих руках окажется точный скальпель, чтобы отсечь все лишнее и в конечном итоге спасти себе жизнь. Готова ли ты перестать отравлять саму себя? Тогда мы начинаем. Давай остановимся здесь на мгновение. То, что я собираюсь тебе сейчас объяснить, является глубинной причиной всех современных страданий и, как ни парадоксально, единственным ключом к подлинным трансформациям. Мы живем в обществе бесконечного потребления и накопления. С самого детства наша образовательная и культурная система программировала нас на основе ложной предпосылки. Чтобы стать лучше, тебе нужно иметь больше. Тебе нужно больше дипломов, больше друзей, больше модной одежды, больше подписчиков. Тебе непременно нужно добавить в свое расписание чтение, спортзал, медитации. Это изматывающая бесконечная гонка приумножения. И вот приходит конец года. С самыми светлыми намерениями ты составляешь новый список целей, суть которого сводится к одному – попытаться втиснуть еще больше мебели в дом, который и так уже забит вещами до самого потолка. Знаешь ли ты, что происходит с твоим мозгом, когда ты пытаешься внести в жизнь позитивные изменения? Например, построить здоровые отношения или запустить новый проект, в то время как твой разум до краев переполнен старыми паттернами. Он попросту дает сбой. И я объясню тебе это с точки зрения нейробиологии, чтобы ты раз и навсегда перестала винить себя за отсутствие силы воли. Это вовсе не изъян твоего характера. Это естественный биологический защитный механизм. Представь свой мозг в виде прекрасного сада. Чтобы в нем расцвели новые розы, те самые намерения на 2026 год, тебе необходима плодородная почва и свободное пространство. Но если этот сад густо зарос сорняками, опутан гнилыми корнями прошлых отношений, усыпан камнями неразрешенных травм и завален обломками твоих ежедневных жалоб, не имеет абсолютно никакого значения, сколько качественных семян ты в него бросишь. Они не прорастут, и они не взойдут просто потому, что с биологической точки зрения у твоего мозга есть строго ограниченный ресурс – энергия. Здесь вступает в игру одна захватывающая концепция – синаптическая обрезка. В подростковом возрасте наш мозг самостоятельно устраняет нейронные связи, которые больше не использует, чтобы сделать систему более эффективной. Но став взрослыми, мы обязаны проводить эту обрезку совершенно осознанно. Если ты постоянно поддерживаешь активность в нейронных сетях обиды, бесконечных сравнений себя с другими, острой потребности в чужом одобрении или привычки жаловаться,
ты впустую сжигаешь кислород и глюкозу. А ведь именно в них отчаянно нуждается твоя префронтальная кора, зона, отвечающая за принятие решений, долгосрочное планирование и сдерживание импульсов, чтобы построить для тебя совершенно новую жизнь. Подумай об этом так. Каждый раз, когда ты судорожно цепляешься за одну из тех 9 вещей, которые мы сейчас подробно рассмотрим, ты активируешь свою миндалину. Миндалина — это наш внутренний детектор дыма, наш первобытный центр страха. Когда ты изо дня в день несешь на себе весь этот эмоциональный груз, твое тело воспринимает ситуацию как смертельную опасность. Твоему организму не важно, гонится ли за тобой голодный лев, или ты просто одержимо ждешь нового сообщения в мессенджере. Химическая реакция будет абсолютно идентичной. Происходит интоксикация кортизолом. Кортизол – это гормон стресса. Он жизненно необходим, если тебе нужно спасаться бегством от хищника, но он становится разрушительным ядом, если ты поддерживаешь его на хронически высоком уровне из-за своих токсичных мыслей и привычек. И что же делает высокий уровень кортизола? Он вызывает воспаление. Воспаляется твое тело, воспаляется твой мозг. И послушай меня сейчас очень внимательно. Он гасит твой внутренний магнетизм. И сейчас я говорю не о какой-то абстрактной энергии в эзотерическом смысле. Я говорю о чистой, безжалостной биологии. Когда ты отравлена кортизолом, управление перехватывает симпатическая нервная система. Ты постоянно находишься в режиме борьбы за выживание. Твое лицо напряжено, твои микрожесты выдают глухую оборону. Твой голос меняется, вариабельность сердечного ритма падает. На подсознательном уровне ты буквально становишься человеком, который отталкивает от себя окружающих. Представь, что ты — это магнит. Твоя истинная природа заключается в том, чтобы притягивать новые возможности, притягивать любовь, притягивать душевное спокойствие. Но если этот магнит густо покрыт слоями грязи, липкой грязи, состоящей из чувства вины, сковывающего страха, невротической потребности в контроле и бесконечных оправданий, его природная сила блокируется. Под всем этим панцирем ты по-прежнему остаешься магнитом. Твоя внутренняя ценность все еще там, она абсолютно не тронута, но твой сигнал больше не пробивается наружу. И что еще хуже, ты сама не позволяешь ничему светлому и хорошему войти в твою жизнь. Вот почему все эти новогодние намерения неизбежно терпят крах. Потому что мы пытаемся покрасить стену, насквозь пропитанную сыростью и черной плесенью, даже не попытавшись очистить ее перед этим. Новая краска отвалится уже через 3 дня. Ты изо всех сил пытаешься мыслить позитивно, наносишь свежий слой краски, но сама несущая конструкция, твои ограничивающие убеждения и токсичные привязанности остается гнилой. То, что я предлагаю тебе сегодня, это не очередное упражнение из курса дешевой мотивации. Это настоящий акт нейробиологической смелости. Для того, чтобы 2026 год стал действительно другим, нам необходимо успокоить твою миндалину. Нам жизненно важно снизить уровень кортизола, чтобы гиппокамп, зона, отвечающая за память и обучение, смог наконец снова начать генерировать новые нейроны. Нам нужно расчистить территорию. Я знаю, это звучит парадоксально и противоречит привычной интуиции. Нам всегда очень страшно отпускать, потому что человеческий мозг запрограммирован на неприятие любых потерь. В ходе эволюции потеря ресурсов буквально означала смерть. Именно поэтому судорожно цепляться за отношения, которые причиняют тебе невыносимую боль, или за привычку, которая сковывает тебя по рукам и ногам, для твоего примитивного мозга кажется куда более безопасной стратегией, чем шаг в пугающую пустоту неизвестности. Твой разум шепчет тебе: лучше уж плохое, но знакомое, чем хорошее, но неизвестное.
Но поверь, эта фраза – настоящая могила для твоего счастья. Но сегодня мы бросим вызов этому примитивному инстинкту. Мы взломаем эту автоматическую реакцию страха. Я попрошу тебя начать вычитать, не прибавлять, а именно убирать, потому что истинная жизненная элегантность и настоящее психическое здоровье кроются в искусстве отказа. Нужно решительно отказаться от того, что делает тебя больной, чтобы освободить драгоценное место для того, что способно тебя исцелить. Если ты чувствуешь постоянную внутреннюю тяжесть, если тебе кажется, что вся жизнь тяжелым грузом наваливается на твои плечи, если ты раз за разом замечаешь, что как бы сильно ты ни старалась, ты всегда оказываешься в одной и той же отправной точке, знай, это происходит только потому, что ты тащишь на себе огромный рюкзак, доверху набитый камнями. И никто, абсолютно никто в этом мире не способен легко бежать навстречу своим мечтам, имея за спиной 50 килограммов тяжелого эмоционального мусора. Я хочу, чтобы ты восприняла то, что сейчас слышишь, не как очередной проходящий материал, который ты пассивно потребляешь, а как глубокий сеанс ментальной детоксикации. Мы вместе вычислим тех самых паразитов, которые безжалостно истощают твои силы. Некоторые из них совершенно очевидны, другие же действуют очень тонко, искусно маскируясь под твои добродетели или черты характера. Но у всех у них есть нечто общее. Они круглосуточно держат твою нервную систему в состоянии звенящей тревоги и не дают тебе соединиться со своей самой светлой, самой лучшей версией. И я даю тебе одно обещание. Если у тебя хватит смелости полностью устранить, или для начала хотя бы распознать и начать постепенно отпускать эти 9 вещей до того, как пробьют куранты, возвещая приход 2026 года, ты ощутишь то, чего, возможно, не чувствовала уже много лет. Невероятную легкость. А именно в этой легкости и начинают происходить настоящие чудеса. Ведь когда ты, наконец, освобождаешься от того, что не является твоей сутью, жизнь сама спешит наполнить тебя тем, чего ты по-настоящему заслуживаешь. Но будь очень осторожна. Образовавшаяся пустота пугает, и твое эго будет отчаянно бороться, лишь бы не отпускать привычный балласт. Оно начнет подкидывать тебе сотни оправданий. Будет убеждать: все не так уж и плохо. Просто я такой человек. Поменяться слишком трудно. Будь начеку. Это внутреннее сопротивление – главное доказательство того, что мы прикасаемся к правильной ране. Готова ли ты пережить этот временный дискомфорт ради того, чтобы обрести постоянную, ничем не омраченную свободу? Давай поместим все это в правильный контекст. Мы здесь не занимаемся магией. Мы говорим о четкой регуляции твоей гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Мы говорим о сложной науке эпигенетики, о том, как твое непосредственное окружение и твои доминирующие эмоции физически изменяют экспрессию твоих генов. Если ты уберешь эти хронические стрессовые факторы, твои клетки в буквальном смысле начнут дышать свободнее. Состояние твоей кожи заметно улучшится, наладится пищеварение, вернется здоровый, глубокий сон. И, разумеется, твоя способность искренне любить и быть любимой пройдет через полную трансформацию. Поэтому прямо сейчас сделай глубокий вдох. Насыть свой мозг кислородом, плавно опусти напряженные плечи. То, что мы сделаем в следующие минуты, это уверенно шагнем в операционную человеческой психологии. Мы будем бережно, но твердо удалять то, что тебе больше не служит. Сегодня тебе не нужно учиться абсолютно ничему новому. Сегодня тебе предстоит разучиться тому, что медленно и методично тебя убивает. Конфликт начинается прямо сейчас. И начинается он с тех маленьких повседневных вещей, которые ты считаешь безобидными, но которые на самом деле являются тихими энергетическими вампирами. Приготовься.
Потому что сейчас мы разберемся, почему ты не привлекаешь достойного мужчину, почему деньги постоянно ускользают сквозь пальцы, а душевный покой длится не больше 5 минут. Это не невезение, это блокировка. И эту блокировку поддерживаешь ты сама, совершенно того не осознавая, цепляясь за 9 разрушительных вещей. Давай начнем отпускать их. Давай поговорим об энергии. И, пожалуйста, не спеши отключаться, думая, что речь пойдет о мистических аурах или выравнивании чакр без какой-либо научной базы. Когда я говорю об энергии, я имею в виду физику и нейробиологию. Я говорю о способности твоей нервной системы передавать сигналы безопасности или, наоборот, сигналы угрозы. Именно здесь зарождается главный конфликт твоей жизни, причина, по которой ты чувствуешь себя застрявшей. Это закон занятого пространства. Представь, что твоя жизнь — это прекрасная комната. Ты хочешь пригласить в нее замечательного партнера. Хочешь, чтобы в нее вошло финансовое изобилие. Хочешь впустить в нее безмятежность. Но эта комната полна. Она забита до самого потолка старыми коробками, сломанной мебелью, накопившимся мусором и пылью десятилетней давности. Ты стоишь в дверях, улыбаешься и приглашаешь людей войти. «Привет, заходите в мою жизнь. Я готова к любви». Но когда этот человек, этот достойный мужчина или эта блестящая рабочая возможность подходит к двери, они видят хаос, чувствуют запах затхлости и ощущают острую нехватку кислорода. И хотя ты бесконечно очаровательна, инстинкт подсказывает им: здесь мне нет места, здесь для меня просто не осталось пространства. И они уходят. А ты спрашиваешь себя, почему они уходят? Что я сделала не так? Ты не сделала ничего плохого в настоящем моменте, но ты так и не очистила свое прошлое. Ты энергетически перегружена, ты заполнена до краев, а в таком состоянии свободного места просто нет. Физика неумолимо говорит нам, что ничто новое не может войти, не вытеснив старое. Знаешь, как мозг других людей считывает твой эмоциональный багаж? Через зеркальные нейроны и невербальную коммуникацию. Человек — это социальное существо, чья природа заточена на обнаружение опасностей. Когда ты носишь в себе эти 9 вещей, которые мы сегодня обязательно устраним, твое тело непрерывно излучает микросигналы тревоги. Возможно, ты думаешь, что очень хорошо это скрываешь. Ты делаешь красивый макияж, улыбаешься, уверенно говоришь: «Я в порядке». Но миндалевидное тело твоего мозга гиперактивно. Твои зрачки расширяются иначе. Тон твоего голоса вибрирует на частоте микростресса. Она неуловима для сознательного слуха, но звучит как сигнал тревоги для рептильного мозга того, кто стоит перед тобой. Твоя поза слегка оборонительная. Ты вибрируешь на частоте острой нужды или липкого страха, а вовсе не изобилия. И вот жесткая правда, которую так больно принять. Нужда отталкивает. Когда ты наполнена этими 9 токсичными вещами, ты создаешь внутри себя парадоксальную пустоту, которую отчаянно пытаешься заполнить внешним одобрением. Ты ищешь кого-то, кто придет и спасет тебя, кто, наконец, дополнит тебя. Но, дорогая моя, здоровый мужчина, человек-витамин, тот, у кого собственная жизнь в полном порядке, не ищет ту, которую нужно спасать. Он ищет равную спутницу, с которой можно разделить эту жизнь. И если он обнаруживает, а поверь мне, он считывает это в первые же 5 минут разговора, что ты пришла, согнувшись под тяжестью невидимых рюкзаков, не отпустив бывших партнеров, с багажом хронических жалоб и парализующей неуверенности, его внутренняя система тревоги мгновенно включается. Дело вовсе не в том, что он плохой или жестокий. Просто его мозг ищет гомеостаз, ищет здоровое равновесие. А ты в своем нынешнем состоянии олицетворяешь хаос и энтропию.
Давай разберем механизм притяжения с точки зрения биохимии. Когда ты встречаешь кого-то, между вами происходит мощнейший обмен химической информацией. Если ты отравлена кортизолом из-за тех самых привычек, которые мы сейчас рассмотрим, ты физически блокируешь выработку окситоцина, гормона привязанности и доверия, а также дофамина, гормона удовольствия и мотивации. Ты становишься энергетически тяжелым человеком. Ты когда-нибудь общалась с кем-то, после чего чувствовала себя абсолютно истощенной, словно из тебя выкачали всю энергию? Вероятно, этот человек не сделал тебе ничего объективно плохого. Он просто был переполнен негативом, тяжелыми раздумьями и постоянной критикой. Что ж, сейчас мне придется сказать тебе кое-что очень неприятное. Если ты не избавишься от этих 9 вещей до 2026 года, то этим самым человеком окажешься ты. Ты будешь той, кто истощает, той, кто все усложняет, той, кто невольно возводит вокруг себя невидимые барьеры. И этот внутренний конфликт лишь усугубляется, потому что мы живем в обществе, которое нормализует подобных паразитов. Считается абсолютно нормальным постоянно жаловаться на работу или тайно следить за своим бывшим в социальных сетях. Но быть трудно ему? Нет, это ненормально. Это, возможно, стало привычным делом, но все привычное приводит лишь к посредственным результатам. Если ты хочешь достичь экстраординарных результатов, тебе придется выйти за рамки статистической нормы. Нейропластичность может играть как в твою пользу, так и строго против тебя. Твой мозг становится невероятно хорош в том, что он регулярно практикует. Если ты практикуешь жалобы, твой мозг выделяет все больше нейронных ресурсов той области, которая обрабатывает негатив. И вот ты уже становишься настоящим экспертом по поиску всего плохого. Если ты практикуешь пассивное ожидание, ты лишь укрепляешь нейронные связи тревоги и собственной беспомощности. Ты буквально программируешь себя на несчастье. Сейчас мы перейдем к глубокой проработке. Мы разделим этих 9 врагов на 3 категории, словно 3 круга ада Данте, но в современной, нейропсихологической версии. Сначала мы атакуем повседневных пожирателей энергии. Это те почти невидимые автоматические привычки, которые крадут у тебя ценные капли энергии каждый час. Из-за них к концу дня ты чувствуешь себя абсолютно разбитой и даже не понимаешь почему. Во-вторых, мы возьмемся за убийц самооценки. Внутренние установки, которые на корню разрушают твою веру в себя и заставляют чувствовать себя ничтожно маленькой. И в-третьих, мы разберем саботажников успеха. Те самые глубокие убеждения, которые мешают тебе сиять и достигать поставленных целей. Проблема заключается в том, что большинство из нас даже не осознает, что регулярно делает эти вещи. Это наши слепые зоны. Они работают на полном автопилоте. Восходящая ретикулярная активирующая система, которая служит главным фильтром твоего мозга, беспрепятственно пропускает этот ментальный мусор. Она делает это только потому, что считает его знакомым. А для нашего мозга все знакомое автоматически приравнивается к безопасному, даже если это причиняет невыносимую боль. Но сегодня мы разрушим эту иллюзию знакомого комфорта. Мы сделаем бессознательное сознательным, как говорил Карл Юнг, чтобы оно навсегда перестало управлять твоей жизнью. А ты, наконец, перестала называть это злым роком или судьбой. Я хочу, чтобы ты физически почувствовала вес того, что тащишь на себе. Закрой глаза буквально на секунду. Представь, что ты несешь на спине тяжелый рюкзак, доверху набитый камнями. Каждый камень — это очередная жалоба, привычка сравнивать себя с другими или жалкое оправдание. Чувствуешь, как они безжалостно сгибают твою спину. Чувствуешь, как тебе становится трудно дышать. В таком состоянии ты не можешь легко танцевать, ты не можешь бежать вперед, ты не можешь искренне обнимать этот мир,
Конфликт именно в этом. Ты отчаянно хочешь летать, но сама привязала пудовые якоря к своим лодыжкам. А теперь обвиняешь в этом гравитацию, обвиняешь встречный ветер, обвиняешь окружающих людей. Хотя единственное, у кого есть ключ, способный отомкнуть эти цепи, это ты сама. Готова ли ты узнать, что именно это за якоря? Потому что, как только ты их увидишь, ты больше никогда не сможешь их игнорировать. Как только ты даешь имя своему демону, ты обретаешь над ним истинную власть. Мы начнем шаг за шагом демонтировать твою старую идентичность, чтобы на ее месте могла родиться совершенно новая. И начнем мы с самого обыденного. С того, что ты делаешь каждый день, даже не задумываясь, и что медленно, но верно убивает весь твой природный магнетизм. Итак, первая категория – пожиратели энергии. Это вещи, которые кажутся абсолютно безобидными. Обычные разговоры с подругами, модные современные привычки. Но на деле они являются настоящим мышьяком для твоего мозга. Обрати на это особое внимание, потому что, уверяю тебя, ты попадаешься как минимум в 2 из этих 3 ловушек каждый божий день. Давай спустимся с небес на землю и заглянем в суровую реальность. Давай поговорим о твоих буднях. Ведь жизнь не разрушается из-за одной большой внезапной катастрофы. Она ржавеет и рассыпается медленно, минута за минутой. И происходит это именно из-за таких привычек, которые кажутся безобидными, но по сути являются чистым цианидом для твоего психического здоровья и личной привлекательности. Привычка первая – рекреационная жалоба. И обрати внимание, что я намеренно добавляю слово «рекреационная», то есть жалоба ради развлечения. Я сейчас не говорю о том, чтобы возмутиться реальной несправедливостью или выразить свою подлинную боль на приеме у психотерапевта. Я говорю о жалобе как о национальном виде спорта. Я говорю об этом токсичном ритуале – встретиться с подругами за чашечкой кофе и превратить ваш столик в настоящую эмоциональную свалку. Мой начальник – полный идиот. Мужчины ничего не стоят. Ох уж эти ужасные пробки. Какая же я толстая. Думаешь, произнося все это, ты просто безобидно выпускаешь пар? Огромная ошибка. Нейронаука говорит нам, что ты делаешь прямо противоположное. Ты жестко программируешь саму себя. В нейробиологии существует один фундаментальный принцип. Нейроны, которые активируются вместе, навсегда связываются между собой. Каждый раз, когда ты жалуешься, твой мозг послушно активирует специфическую нейронную сеть, напрямую связанную с общим недомоганием, чувством жертвы и полным бессилием. Если ты повторяешь одно и то же изо дня в день, эта нейронная связь превращается в широкую скоростную магистраль. Твой мозг становится невероятно эффективным в поиске негатива. Для него это чистая экономия энергии. Приучая свой разум фокусироваться на плохом, ты настраиваешь свою восходящую ретикулярную активирующую систему, тот самый фильтр, который определяет фокус твоего внимания. В результате она начинает систематически игнорировать все хорошее, чтобы подкидывать тебе исключительно ментальный мусор. Ты в буквальном смысле слепнешь и перестаешь замечать шансы, которые дарит судьба. Любовь всей твоей жизни или блестящая деловая возможность могут пройти прямо перед тобой, но ты их просто не заметишь. Не заметишь, потому что твой мозг будет слишком занят сканированием пространства в поисках повода для недовольства, чтобы получить свою ежедневную дозу кортизола. Кроме того, привычка жаловаться разрушает гиппокамп, область мозга, отвечающую за память и поиск решений. Постоянно сетуя на жизнь, ты на биологическом уровне снижаешь свой эмоциональный интеллект и теряешь способность справляться с трудностями. Ты сама становишься частью проблемы. К 2026 году полностью исключи жалобы как способ поддержания социальных связей. Если твои подруги способны общаться только на частоте недовольства,
мягко меняй тему. А если это не поможет, тебе, к сожалению, придется задуматься о смене окружения, ведь чужое настроение заразительно. Наши зеркальные нейроны не делают различий. Окружая себя вечно недовольными людьми, ты неизбежно перенимаешь их состояние. Жалобы – это главное противоядие от внутренней притягательности. Ни один психологически здоровый человек не почувствует влечения к профессиональной жертве. Второе – это пассивное ожидание или синдром режима полета. Именно здесь многие теряют свое достоинство и внутреннюю силу. Навсегда исключи из своей жизни само состояние ожидания. Это разрушительное чувство, когда ты ставишь собственную жизнь на паузу, кладешь телефон на стол и каждые 3 минуты смотришь на экран. Написал ли он, просмотрел ли твои публикации, появился ли в сети. Знаешь, что происходит в твоем мозге в эти моменты? Ты попадаешь в петлю прерывистого подкрепления. Это абсолютно тот же механизм, на котором работают игровые автоматы в казино. Поскольку награда непредсказуема, твой мозг выдает резкие всплески дофамина от предвкушения, за которыми следуют жестокие падения в бездну тревоги, когда ничего не происходит. Этот цикл делает тебя зависимой от жалких крох внимания, зависимой от постоянной неопределенности. Но есть кое-что даже хуже зависимости. Это трансляция собственной низкой ценности. На энергетическом уровне состояние ожидания кричит о внутренней нехватке. Когда ты ждешь, ты заявляешь миру и своему подсознанию: «Моей нынешней жизни мне недостаточно. Чтобы почувствовать себя хорошо, мне жизненно необходимо получить это сообщение». Тем самым ты добровольно отдаешь свою эмоциональную независимость, и мужчина прекрасно это считывает. Ему совершенно не обязательно видеть, как ты гипнотизируешь взглядом телефон. Он чувствует это на расстоянии. Он понимает, что ты растрачиваешь свою жизнь, замерев в ожидании уведомления. А с точки зрения эволюционной биологии, все, что слишком доступно и имеется в избытке, воспринимается как нечто, не имеющее высокой ценности. Если он не пишет, ты продолжаешь жить. Ты читаешь, тренируешься, работаешь, наслаждаешься моментом. Телефон – это всего лишь инструмент, который должен служить тебе, а не поводок, привязывающий тебя к чужой воле. Если ты хочешь войти в 2026 год по-настоящему притягательной женщиной, верни себе фокус своего внимания. Твое внимание – это твой самый ценный актив. Перестань инвестировать его в действия, которые не приносят тебе никаких дивидендов. Третье. Патологическая потребность всегда быть правой. Это коварная ловушка эго. Вспомни, сколько раз ты жертвовала спокойным вечером, душевной связью или моментом истинной близости только ради того, чтобы выйти победительницей из бессмысленного спора. Я говорила, что встреча в 8, а ты сказал в 9. Ты никогда меня не слушаешь. Суть всегда сводится к одному. Я права, и ты обязан это признать. Прислушайся к реакциям своего тела. Когда ты споришь ради того, чтобы доказать свою правоту, в мозге активируется система распознавания угрозы. В этот момент твой партнер перестает быть союзником и превращается во врага. Организм готовится к бою. Повышается артериальное давление, мышцы напрягаются. Находясь в таком биологическом состоянии, физически невозможно испытывать эмпатию или любовь. Ты переходишь в режим войны. Задай себе один вопрос. Ты предпочитаешь быть правой или быть счастливой? Потому что в большинстве случаев это абсолютно взаимоисключающие понятия. Острая потребность доказывать правоту рождается из глубокой внутренней неуверенности. Нашему эго постоянно требуется самоутверждение, желание чувствовать себя умнее, лучше, правильнее других. Но такое поведение ожесточает твою энергию, делает тебя излишне резкой и непреклонной. А гармония в отношениях требует гибкости и плавности.
Речь вовсе не о том, чтобы отказаться от собственного мнения или перестать выстраивать личные границы. Речь о том, чтобы мудро выбирать свои битвы. Избавься от привычки навязывать свою правду в каждом мелком бытовом столкновении. Иногда просто отпустить ситуацию, мягко улыбнуться и сказать «возможно, ты и прав» или «мы просто смотрим на это по-разному». Это акт высшей внутренней силы. Это доказывает, что твой душевный покой значит для тебя гораздо больше, чем амбиции твоего эго. Это показывает, что ты больше не нуждаешься во внешних подтверждениях своей значимости, даже интеллектуальных. Отказываясь от необходимости всегда быть правой, ты автоматически снимаешь оборонительные барьеры собеседника. Ты выстраиваешь безопасное пространство, а ведь только в таком пространстве способна расцвести настоящая любовь. Разобранные нами 3 вещи – привычка жаловаться, пассивное ожидание и ментальная жесткость – это лишь верхушка айсберга. Это очевидные видимые шаблоны поведения, которые изо дня в день вытягивают из тебя силы. Но то, о чем пойдет речь дальше, скрыто в гораздо более темных глубинах. Теперь мы спустимся в самые потайные уголки твоей психики. Мы поговорим о вещах, которые ты совершаешь тайно, когда никто не видит, и которые на корню уничтожают твою самооценку. Если тебе казалось, что отучить себя от жалоб – задача не из легких, то приготовься. То, от чего я попрошу тебя отказаться сейчас, нанесет прямой удар по образу хорошей девочки, который ты кропотливо создавала годами просто для того, чтобы выжить. И это будет больно, но эта боль абсолютно необходима. Это сродни боли от перелома неправильно сросшейся кости. Ее нужно сломать заново, чтобы она, наконец, срослась так, как заложено природой. Если предыдущие шаги показались тебе сложными, сделай глубокий вдох, потому что мы вступаем в красную зону. Именно здесь решаются судьбы. Да, первые 3 привычки безжалостно воруют твою энергию, но те, о которых мы поговорим сейчас, крадут саму твою жизнь. Это безмолвные убийцы твоей любви к себе. Это те самые причины, по которым ты беззвучно плачешь в душе, пряча слезы от всего мира. И я сразу предупреждаю, твой разум немедленно попытается выстроить глухую оборону. Он начнет шептать «Нет, это не про меня» или «Я делаю все это исключительно из большой любви». Но я очень прошу тебя, пожалуйста, опусти щиты. Слушай сейчас своим сердцем, а не уязвленным эго. Осознание этих вещей уже помогло исцелиться множеству людей. И именно сегодня, прямо сейчас, это может навсегда изменить и твою жизнь. 4. Синдром спасительницы. Роль вечной эмоциональной медсестры. Раз и навсегда откажись от миссии спасать сломленных мужчин. Вдумайся в эти слова. Ты не центр психологической реабилитации. Почему же ты берешь на себя эту роль? Психология дает на это весьма жестокий ответ. Очень часто мы пытаемся вытащить из пропасти своего партнера лишь потому, что в глубине души отчаянно стараемся исцелить образ отца или матери, пытаемся залатать собственную внутреннюю рану и чувство неполноценности. Твой мозг совершает фатальную ошибку, искренне веря. Если именно благодаря твоим усилиям этот эмоционально холодный, зависимый, вечно депрессивный или нарциссичный мужчина наконец-то изменится, вот тогда ты точно станешь достойной любви. Это негласная сделка. Я починю тебя, чтобы ты, наконец, полюбил меня. Но для твоей самооценки это смертоносная ловушка. С точки зрения нейробиологии, это банальная зависимость от дофамина, вызванная иллюзией чужого потенциала. Ты влюбляешься вовсе не в того реального человека, который стоит перед тобой сегодня. Ты влюбляешься в фантазию, в того, кем он мог бы стать, если бы только начал тебя слушать. Ты живешь в несуществующем будущем. А тем временем, в суровом настоящем, твое тело разрывается от кортизола и непрекращающейся тревоги, потому что реальность раз за разом наносит тебе жестокие удары.
Каждый раз, когда ты прощаешь то, что прощать нельзя, каждый раз, когда ты даешь очередной шанс, оправдывая его тем, что в глубине души он хороший человек, ты наносишь себе тяжелейшие эмоциональные увечья. Ты приучаешь собственный мозг к мысли, что твои личные границы – это предмет для торга. Запомни одну простую истину. Любовь – это не жертвенность. Любовь – это взаимность. Если тебе приходится прилагать колоссальные усилия просто ради того, чтобы к тебе относились с базовым уважением и достоинством, то это не любовь. Это эмоциональное попрошайничество. Сними с себя плащ супергероини. Позволь каждому взрослому человеку самостоятельно нести свой жизненный багаж. Если он идет ко дну, это не твоя вина. Но если ты начинаешь тонуть вместе с ним, отчаянно пытаясь вытащить его на поверхность, это уже полностью твоя ответственность. 2026 год ждет от тебя роли равного партнера, а не заботливой матери. 5. Цифровое сравнение. Эта добровольная, ежедневная пытка должна прекратиться прямо сегодня. Безжалостно отпишись от всех аккаунтов, которые заставляют тебя чувствовать себя незначительной, некрасивой, бедной или недостаточно успешной. В психологии существует теория социального сравнения, но современные алгоритмы социальных сетей довели этот процесс до токсичной крайности. Твой первобытный мозг совершенно не способен отличить отредактированную картинку на экране смартфона от объективной реальности. Когда в твоей ленте появляется очередной популярный блогер с безупречной кожей, идеальными путешествиями и сказочными отношениями, твой мозг проводит молниеносное сканирование, сравнивает твою жизнь с этой иллюзией и неизбежно проигрывает. Закономерный итог – катастрофическое падение уровня серотонина, важнейшего гормона, отвечающего за твое ощущение благополучия и внутреннего статуса. Ты начинаешь чувствовать себя биологически неполноценной. И самое жестокое здесь то, что ты сравниваешь свои собственные кулисы со всеми своими тайными страхами, изъянами, сомнениями и внутренним хаосом, с блестящим трейлером чужой жизни. Это заведомо несправедливая битва, в которой тебе никогда не одержать победу. А что можно сказать о тайной слежке за бывшей девушкой твоего нынешнего партнера или за новой пассией твоего бывшего? Это самое настоящее цифровое самобичевание. Чего ты пытаешься там найти? Надеешься обнаружить, что она хуже тебя, чтобы испытать мимолетное облегчение? Или ищешь подтверждение, что она лучше, чтобы погрузиться в пучину отчаяния еще глубже? В обоих случаях ты остаешься в проигрыше. Ты безвозвратно теряешь свое время, теряешь душевный покой и теряешь жизненный фокус. Твое внимание – это самая дорогая валюта 21 века. Так почему же ты так щедро раздаешь ее людям, которые не имеют для тебя абсолютно никакого значения? Заблокировать, отключить уведомления, отписаться – в этом нет никакой незрелости. Это базовая ментальная гигиена. Это способ твердо заявить своему собственному мозгу: «Я буду питать тебя лишь теми образами, которые вдохновляют меня, которые несут знания, а не теми картинами, от которых мне становится физически плохо». Защищай свой взгляд. Ведь твои глаза – это прямое окно к миндалевидному телу твоего мозга. Пункт 6. Страх одиночества и заполнение пустоты мусором. Мы подошли к самой болезненной, самой уязвимой точке. Устрани из своей жизни отношения-заменители, откажись от связей со статусом «почти», прекрати отвечать тому мужчине, который, и ты это прекрасно знаешь, тебе совершенно не подходит. Не пиши ему только потому, что сейчас тоскливый воскресный вечер, за окном идет дождь, и ты чувствуешь себя бесконечно одинокой.
одиночество, с которым мы не умеем справляться, активирует в точности те же области мозга, что и реальная физическая боль. Это научно доказанный факт. С точки зрения эволюции, остаться одному означало верную смерть. Именно поэтому перспектива одиночества вселяет в нас такой первобытный ужас. Но сегодня, в 2025 году, эта слепая паника лишь толкает тебя к поглощению эмоционального суррогата. Когда ты соглашаешься на жалкие крохи внимания, когда ты идешь на близость без эмоциональной привязанности, в то время как твоя душа жаждет истинной связи, когда ты позволяешь себе быть для кого-то лишь запасным вариантом, ты своими же руками разрушаешь собственное чувство внутреннего достоинства. Этим ты словно кричишь Вселенной: «Я не верю, что в мою жизнь придет нечто лучшее, поэтому я покорно довольствуюсь этим малым». И вот в чем заключается самый жестокий парадокс. До тех пор, пока твои руки судорожно сжимают эти крохи, ты не сможешь сесть за роскошный пиршественный стол. Страх внутренней пустоты – это именно то, что удерживает тебя в состоянии глубокого застоя. Но я открою тебе одну непреложную научную и духовную истину. Пустота невероятно плодородна, пустота жизненно необходима. Только в пространстве абсолютной пустоты может зародиться нечто истинно новое. Если ты бездумно забиваешь свой календарь посредственными свиданиями лишь для того, чтобы заглушить голос собственной души, ты никогда не сможешь исцелить те раны, которые необходимо залечить для обретения великой любви. Ты обязана научиться быть наедине с собой, не испытывая при этом чувства покинутости. Тебе предстоит трансформировать свое одиночество, эту мучительную нехватку присутствия другого, в благодатное уединение и абсолютную полноту бытия с самой собой. Если прямо сейчас ты не избавишься от эмоциональных паразитов, от связей без обязательств, которые лишь выпивают твою энергию до дна, от бывших возлюбленных, которые внезапно появляются на пороге, словно призраки минувшего Рождества, тогда твой 2026 год станет лишь очередным тоскливым повторением этого цикла боли. Я прекрасно знаю, насколько это невыносимо. Я знаю, что прямо в эту секунду ты, скорее всего, думаешь о ком-то вполне конкретном, и к твоему горлу подступает тяжелый комок. Тебе кажется, что стоит лишь отпустить этого человека, и у тебя совсем ничего не останется, а земля разверзнется под твоими ногами бездонной пропастью. «Но я люблю его», — скажешь ты мне в свое оправдание. А я спрошу в ответ: а любишь ли ты себя? Потому что в любом уравнении здоровой и зрелой любви именно ты являешься главным, неизменным фактором. Если ты мысленно перечеркиваешь, аннулируешь себя, то все уравнение неминуемо сводится к нулю. Мы с тобой всегда стоим в точке невозврата. Ты уже успела увидеть и осознать, что именно истощает твои силы и что методично разрушает тебя изнутри. Твоя миндалина в панике кричит, твое уязвленное эго отчаянно сопротивляется. «Я просто не могу это отпустить», — настойчиво шепчет оно тебе. Однако никто не рассказывает тебе о том, что происходит с теми смелыми людьми, которые однажды решились разжать пальцы и отпустить прошлое. Потому что по ту сторону страха находится вовсе не смерть. По ту сторону твоего страха лежит безграничная свобода. И у этой новообретенной свободы есть свои, весьма конкретные законы, позволяющие материализовать ее в настоящий успех. Мы уже вскрыли и очистили твою рану. Я знаю, она все еще кровоточит. Но теперь мы бережно зашьем ее и сделаем это сияющей золотой нитью. Мы разберемся, как правильно исцелить твою боль, чтобы наступающий 2026 год стал для тебя не просто периодом без страданий, а годом истинного триумфа. И ты обязательно осмелишься сделать этот финальный шаг,
потому что прямо сейчас мы поговорим о том, как собрать и восстановить себя заново. Дыши глубоко. Ты чувствуешь это? Это то самое, наконец-то освободившееся внутри тебя пространство. Мы вместе вынесли весь тяжелый ментальный мусор, бесконечные жалобы, обманутые ожидания, больное эго, синдром спасательницы, привычку к постоянному сравнению и липкий страх одиночества. Теперь в твоем внутреннем доме гуляет свежее эхо, и это эхо – прекрасный знак. Оно означает, что мы полностью готовы к финальной, самой важной фазе. Речь больше не идет о том, чтобы просто научиться проживать свои бурные эмоции. Речь идет о том, чтобы осознанно и уверенно спроектировать свой собственный успех. Если ты искренне желаешь, чтобы 2026 год стал временем мощного прорыва в твоей профессиональной жизни, чтобы твои отношения с партнером стали по-настоящему гармоничными и здоровыми, а взгляд в зеркало вызывал у тебя лишь заслуженную гордость, нам необходимо навсегда устранить еще 3 последние вещи. Они гораздо тоньше и незаметнее предыдущих. Это весьма изощренные ментальные ловушки, искусно маскирующиеся под добродетельную скромность или суровый реализм. На деле же они действуют как тугие ручные тормоза для твоего колоссального нейробиологического потенциала. Мы отполируем твой внутренний бриллиант до ослепительного блеска с помощью этих 3 стратегических устранений. Пункт 7. Ложная скромность. Искусство принижать саму себя. Немедленно устрани это из своей жизни. Категорически и навсегда запрети себе искусственно уменьшаться в размерах лишь ради того, чтобы окружающие не чувствовали себя неловко на твоем фоне. Разве тебе не знакома эта ситуация? Кто-то искренне говорит: «Как же ты сегодня потрясающе красива!» А ты суетливо отвечаешь: «Да брось ты, это просто старая тряпка, да и спала я сегодня просто ужасно». Или тебе делают заслуженный комплимент: «Какую же грандиозную работу ты проделала?» А ты тут же оправдываешься: «Ну, мне просто крупно повезло, да и мне очень много помогали». Хватит. С точки зрения эволюционной психологии совершенно понятно, почему ты продолжаешь так поступать. Тобой движет подсознательный страх чужой зависти, ты до ужаса боишься быть исключенной из своего племени. Исторически сложилось так, что выделяться слишком сильно означало риск быть с позором изгнанной из клана на верную гибель. Но в современных реалиях подобная ложная скромность – это чистейшей воды когнитивный самосаботаж. Каждый раз, когда ты пренебрежительно отвергаешь искренний комплимент или искусственно преуменьшаешь значимость собственных достижений, ты порождаешь мощный когнитивный диссонанс в своем мозгу. Сама реальность громко заявляет тебе: «Ты бесконечно ценна», но твои собственные губы произносят: «Я не представляю никакой ценности». И твой мозг, отчаянно пытаясь разрешить это болезненное противоречие, в конечном итоге выбирает верить именно твоим словам, потому что артикуляция — это то, что ты сознательно контролируешь. Тем самым ты абсолютно добровольно обрушиваешь свой уровень серотонина. Ты целенаправленно убеждаешь себя в том, что ты гораздо меньше, слабее и незначительнее, чем есть на самом деле. А на поле игры, в лидерство или искусство обольщения такое поведение просто фатально. В ложной скромности нет ни капли привлекательности. А вот в спокойной, непоколебимой уверенности – да. Задумайся. Если ты сама отказываешься верить в собственную ценность, то с какой стати в нее должен поверить потенциальный инвестор, строгий начальник или твой партнер? Поэтому вот тебе радикальное правило на весь грядущий 2026 год. Когда в твой адрес звучит комплимент, тебе строго-настрого разрешено произносить в ответ лишь 2 слова: «Большое спасибо». Произносишь их, искренне улыбаешься, спокойно выдерживаешь зрительный контакт и с благодарностью принимаешь эту позитивную энергию. Если твой внутренний блеск кого-то сильно беспокоит,
Если твой яркий свет безжалостно ослепляет твое окружение, запомни, в твои обязанности вовсе не входит приглушать свое сияние. Это их личная забота – вовремя надеть солнцезащитные очки. Никогда и ни при каких обстоятельствах больше не смей просить прощения за то, что ты ярко сияешь. Твой грандиозный успех будет вдохновлять правильных людей и отпугивать неправильных. Просто позволь этому естественному фильтру беспрепятственно выполнять свою работу. Пункт 8. Постоянное оправдание себя прошлым и ловушка детерминизма. Я выросла такой, потому что мои родители были холодны ко мне. Мой бывший партнер жестоко мне изменил, и именно поэтому я стала такой ревнивой. По знаку зодиака я лев, отсюда и мой невыносимый характер. Раз и навсегда устрани пагубную привычку использовать свою личную историю как удобное оправдание для своего нынешнего деструктивного поведения. Давай взглянем на это через призму серьезной нейронауки. В нашем арсенале есть такое понятие, как нейропластичность. Твой мозг физически, буквально на клеточном уровне, способен меняться и перестраиваться вплоть до самого последнего дня твоей жизни. Кроме того, существует эпигенетика, наука, которая неопровержимо доказывает, что твои гены – это вовсе не пожизненный приговор. Это всего лишь стартовая колода карт. И только ты сама принимаешь решение, как именно их разыграть, опираясь на формирование новых привычек и выбор правильного окружения. Каждый раз, когда ты вновь и вновь пересказываешь историю своей травмы, используя ее как удобное оправдание нежеланию двигаться вперед, ты лишь еще сильнее укрепляешь нейронные связи этой самой боли. Ты искусственно поддерживаешь ее жизнь. Ты заботливо поливаешь этот сорняк изо дня в день. Пойми, существует колоссальная разница между чувством вины и осознанием ответственности. И я искренне хочу, чтобы в преддверии 2026 года ты выжгла эту истину в своем сознании каленым железом. Твоя душевная рана – это совершенно точно не твоя вина. Те жестокие вещи, которые с тобой сотворили в далеком детстве, или то подлое предательство бывшего партнера, в этом нет ни капли твоей вины. В тех ситуациях ты была лишь невинной жертвой. Однако твое последующее исцеление – это уже на все 100% твоя и только твоя личная ответственность. Продолжать обильно истекать кровью, пачкая ею тех людей, которые не наносили тебе этих ран – это верх эмоциональной безответственности. У позиции жертвы всегда есть своя сладкая вторичная выгода. В ней невероятно удобно находиться. Ведь если я стала такой сложной и надломленной исключительно из-за пережитой травмы, значит, мне больше не нужно прилагать абсолютно никаких усилий для того, чтобы измениться в лучшую сторону. Но поверь, это комфорт одиночной камеры, пусть и с мягкими стенами. Наступающий 2026 год властно требует от тебя стать по-настоящему взрослой, зрелой женщиной. А взрослая женщина смело смотрит своим ранам в глаза, она осознанно идет в терапию, берет ответственность за свои реакции и твердо говорит: «Да, это действительно случилось со мной. Да, это причинило мне невыносимую боль, но это событие больше не определяет того, кем я являюсь». Прекрати использовать свое тяжелое прошлое как удобный диван для отдыха и начни, наконец, использовать его как мощный трамплин. Твоя личная история преодоления – это твой самый великий, самый ценный актив. Но он становится таковым лишь при одном условии – если ты действительно преодолела эту историю, а не продолжаешь упиваться ею, живя в дне сурка. Пункт 9. Слово «пытаться» и завуалированное разрешение на провал. Это лингвистическое устранение обладает невероятно мощным, поистине жестоким нейробиологическим воздействием на твою психику. Навсегда и безжалостно вычеркни глагол «пытаться» из своего активного словаря.
особенно когда речь заходит о твоих самых важных, истинных и сокровенных целях. Я попытаюсь пойти в спортзал. Я попытаюсь не писать ему. Я попытаюсь питаться правильно. Знаешь, что слышит твой мозг, когда ты произносишь слово «попытаться»? Он слышит: «У меня есть разрешение не делать этого». Глагол «пытаться» таит в себе саму возможность провала. Это невероятно слабая команда, которую ты отправляешь своей моторной коре стриатуму прямо в центр действий. Она совершенно не мобилизует ресурсы, необходимые для преодоления внутреннего сопротивления. Вспомни слова магистра Йоды, скрывающие в себе глубочайшую психологическую правоту. «Делай или не делай, но не пытайся». Мозгу требуются бинарные инструкции, предельно ясные и прямые. Представь, что ты говоришь своему партнеру: «Я попытаюсь быть верной». Как это для него прозвучит? Это звучит так, словно при первой же серьезной трудности ты непременно потерпишь неудачу. То же самое происходит и с тобой самой. Когда ты говоришь себе «я попытаюсь встать рано», ты проигрываешь битву с теплыми простынями еще до того, как ложишься спать. Замени такие формулировки языком радикальных обязательств. «Я сделаю это» или «я не сделаю этого». «Я буду тренироваться 3 дня в неделю. Точка. Я не буду отвечать на это сообщение». Когда ты полностью исключаешь возможность провала из своего лексикона, твой мозг начинает искать способ выполнить задуманное. Ты активируешь режим реального исполнения. Ты становишься женщиной слова, а ведь ничто так сильно не повышает самооценку, как доверие к собственному слову. Когда ты точно знаешь, если сказано «я сделаю это», то именно так и произойдет. Ты становишься по-настоящему неудержимой. Только посмотри, что мы только что сделали. Мы устранили негатив и привычку жаловаться, пассивность и бесконечные ожидания, раздутое эго и внутреннюю жесткость, комплекс спасительницы, токсичные сравнения себя с другими, страх одиночества, ложную скромность, позицию жертвы и эту жалкую вялость вечных попыток. Чувствуешь ли ты, насколько тебе стало легче даже от одной мысли об этом? Ты сняла с себя слои луковицы, те самые слои, которые раз за разом заставляли тебя плакать. И то, что осталось в самом центре, это ты, настоящая, истинная ты. И вот разгадка главной тайны. Тебе вовсе не нужно было искать себя. Ты никогда не была потеряна, ты была лишь погребена. Погребена под тяжестью тонн привычек и убеждений, которые тебе не принадлежали, которые были унаследованы, скопированы у других или выстроены в качестве психологической защиты. Устраняя эти 9 разрушительных вещей, ты не становишься пустой, ты становишься открытой. Открытой для того, чтобы жизнь могла тебя удивить. Доступной для того, чтобы замечать знаки судьбы. Свободной для того, чтобы выстраивать связи, исходя из своей подлинности, а не из чувства внутренней нехватки. Именно здесь и разрешается весь конфликт. Проблема никогда не заключалась в том, что тебя было недостаточно. Напротив, проблема крылась в том, что в тебе было слишком много того, что не приносило абсолютно никакой пользы. Теперь же, когда ты расчистила территорию, когда мы безжалостно выпололи все вредоносные нейронные сорняки, твой внутренний сад полностью готов. Любое семя, посаженное в этом обновленном состоянии сознания, будь то новый проект, любовь или путешествие, прорастет с небывалой силой, потому что у него больше нет паразитической конкуренции. Но будь осторожна. Просто знать об этом недостаточно. Информация сама по себе не способна изменить мозг. Это под силу лишь устойчивым регулярным действием. Ты должна оставаться бдительной, стать яростной хранительницей своего разума, потому что мир обязательно попытается снова наполнить тебя ментальным мусором. Такова его привычная инерция. И твоя главная задача сейчас
строго поддерживать эту внутреннюю гигиену. Завершая наше совместное путешествие, я хочу предложить тебе одно финальное размышление. Наверняка существует вопрос, который не дает тебе покоя. А что, если я отпущу все это? Но в моей жизни так ничего и не изменится. Это сомнение, твой последний призрак, и мы развеем его прямо сейчас. Давай остановимся на мгновение перед тем, как поставить точку. Мы говорили о кортизоле, о дофамине, о ретикулярной активирующей системе и о токсичных привычках. Но за всей этой строгой наукой кроется глубокая человеческая, философская и духовная истина, которая и станет настоящей непоколебимой опорой для твоих изменений. Существует история о Микеланджело, величайшем скульпторе эпохи Возрождения, которая идеально резюмирует всю нашу сегодняшнюю работу. Рассказывают, что когда мастера спросили, как ему удалось изваять своего великолепного Давида из грубого бесформенного куска мрамора, он ответил с обезоруживающей простотой: «Давид уже был внутри. Мне просто нужно было отсечь весь лишний мрамор». Эта фраза вызывает трепет каждый раз, когда о ней задумываешься, ведь она с поистине хирургической точностью описывает твой личный процесс трансформации. Долгие годы общество, агрессивный маркетинг и твоя собственная неуверенность заставляли тебя верить, что ты всего лишь грубый, необтесанный кусок мрамора. Тебя убедили, что тебе необходимо выстроить себя с нуля, нанести слои красивого лака, приклеить к себе фрагменты других статуй, чтобы казаться по-настоящему целостной. Тебе продали ложную идею о том, что лучшая версия себя — это нечто, что достигается бесконечными покупками, добавлениями, достижениями и накоплениями. Но сегодня нейробиология и древняя мудрость берутся за руки, чтобы сказать тебе совершенно обратное. Тебе не нужно строить своего Давида. Тебе не нужно искусственно фабриковать ту уверенную, притягательную и успешную женщину, которой ты так сильно хочешь стать в 2026 году. Она уже там. Она уже живет прямо внутри тебя. Она лишь погребена под тяжелыми слоями жалоб, под жесткой коркой прошлых отношений, под густой пылью постоянных сравнений и под давящим весом ложной скромности. То, что мы сделали сегодня, это не список новых задач и обременительных дел. Мы просто взяли в руки долото и молоток, чтобы начать отсекать этот лишний мрамор. И да, от ударов летят искры. Да, это бывает шумно. И да, порой очень страшно смотреть, как отколотые куски камня с грохотом падают на пол. Ведь эти осколки — твои давние оправдания, твои въевшиеся страхи, твои болезненные привязанности были с тобой так долго, что ты искренне поверила, будто они и есть ты. Здесь я хочу пригласить тебя к глубокому размышлению о твоей идентичности. Величайшее препятствие, с которым ты столкнешься в первые недели 2026 года, вовсе не будет внешним. Им не станет сообщение от бывшего или внезапный стресс на работе. Твоим самым серьезным испытанием окажется твое собственное чувство странности перед образовавшейся пустотой. Когда ты устраняешь привычку жаловаться, внезапно наступает звенящая тишина. Когда ты убираешь драму токсичных отношений, неожиданно приходит ровное спокойствие. Когда ты отказываешься от спешки и тревожного ожидания сообщений, у тебя вдруг появляется свободное время. И твоему мозгу, привыкшему к кортизолу и зависимому от адреналина постоянных конфликтов, эта новая тишина покажется поистине ужасающей. В психологии мы называем это состояние головокружением исцеления. Вполне возможно, что ты почувствуешь самый настоящий синдром отмены. Твой разум начнет судорожно искать проблемы там, где их попросту нет.
потому что он отчаянно скучает по знакомому и привычному хаосу. Твое тело, привыкшее постоянно жить в напряжении, в вечном ожидании удара или отказа, поначалу просто не будет знать, как правильно расслабиться. Ты будешь чувствовать себя очень странно. Ты начнешь задавать себе вопросы. Если я больше не та девушка, которая вечно страдает от любви, то кто же я тогда? Если я больше не та, кто всегда безумно занят и находится в стрессе, представляю ли я хоть какую-то ценность? Запомни, этот дискомфорт – безошибочный сигнал того, что ты исцеляешься. Не беги от возникшей пустоты, наоборот, обними ее. Эта пустота вовсе не пугающая ничто. Это абсолютно чистый холст, это благодатное, плодородное пространство, где наконец-то смогут родиться новые нейронные связи, яркие творческие идеи и самая настоящая любовь. Подумай об этом сквозь призму своей повседневной жизни. Представь, что ты просыпаешься 1 января 2026 года без этой острой навязчивой потребности сразу же схватить телефон, чтобы проверить, подтвердил ли кто-то твою значимость. Представь, что ты пьешь свой утренний кофе, абсолютно ясно осознавая, что тебе всего хватает. Что ты больше не сидишь в ожидании, когда же начнется настоящая жизнь, когда появится тот самый идеальный партнер или подвернется та самая работа. Ты понимаешь, что жизнь уже происходит прямо сейчас, и именно ты – ее главная героиня. Представь, что ты идешь по улице с высоко поднятой головой, и это происходит не из-за высокомерия, а лишь потому, что ты больше не тащишь на своих плечах тяжелый рюкзак вины и не несешь камни чужого мнения, а что скажут люди. Эта обретенная легкость кардинально меняет твою биохимию. Когда ты убираешь фоновый хронический страх, твоя иммунная система мощно укрепляется. Твои теломеры – защитные концы хромосом, являющиеся маркерами старения, перестают преждевременно укорачиваться. Ты буквально становишься моложе на клеточном уровне. Ты становишься умнее, потому что твоя префронтальная кора наконец обильно снабжается кровью и работает с кристальной ясностью. И что самое главное, ты становишься невероятно притягательной, поистине магнетической. Меня часто спрашивают, как мне привлечь в свою жизнь человека-витамина, который будет меня наполнять? И ответ всегда остается неизменным. Стань им сама. Люди-витамины не вибрируют на низких частотах постоянных жалоб. Они не излучают дефицит энергии и не транслируют психологию жертвы. Они вибрируют в энергии искренней благодарности, в состоянии внутреннего изобилия и глубокой личной ответственности. Если ты навсегда устранишь из своей жизни те 9 вещей, которые мы с тобой подробно разобрали, твоя внутренняя чистота неизбежно изменится. Ты перестанешь быть безжалостным эмоциональным вампиром для самой себя и превратишься в сияющий маяк. А маяки, как известно, не бегают по берегу в поисках кораблей. Маяки просто стоят и излучают ровный яркий свет, и тогда правильные корабли сами находят к ним свой верный путь. 2026 год, без сомнения, будет сложным годом. Окружающий мир снаружи слишком шумный. Он предельно ускорен и до краев наполнен тревожной неопределенностью. Если ты войдешь в этот новый этап со своим собственным оглушающим внутренним шумом, ты рискуешь не выдержать и рухнуть. Но если ты шагнешь в него с ясным ментальным порядком, если ты войдешь туда налегке, ты станешь поистине несокрушимым. В то время как остальные будут позволять коллективной истерии, бесконечным сравнениям в социальных сетях и всепоглощающей тревоге уносить себя в бездну, ты останешься спокойной и сосредоточенной. У тебя появится кристальная ясность, у тебя будет четкий фокус. Будь то медитация или работа с психотерапевтом, помни, что истинное исцеление заключается прежде всего в том деструктивном, что ты навсегда перестаешь делать.
Поэтому, когда это видео подойдет к концу, я не хочу, чтобы ты ощущала тяжесть мысли «я должна измениться». Я желаю, чтобы ты почувствовала облегчение. Я могу отпустить. Брось этот камень, отпусти лишний мрамор, перестань полировать свои цепи и начни их разрывать. Оглянись на уходящие годы, 2024 и 2025, и поблагодари их. Скажи им: спасибо за уроки, спасибо за боль, которая научила меня тому, чего я не хочу. Спасибо за то, что показали мне мои границы. А затем, с большой любовью, но с твердой решимостью, закрой эту дверь. Не бери ничего из этого в будущее. Будущее предназначено для той версии тебя, которая летает, а не для той, которая ползает. Ты — произведение искусства, ты всегда им была. Тебе просто нужно было стереть пыль, чтобы снова увидеть, как ты сияешь. И поверь мне, когда ты увидишь себя по-настоящему, ты влюбишься в саму себя. Это будет самый важный роман в твоей жизни, единственный, который гарантирует, что все остальные романы сложатся удачно. Мы вот-вот подойдем к завершению. Но сначала мне нужно задать тебе вопрос. Призыв к действию, который обращен не к твоему ежедневнику, а прямо к твоему сердцу. Потому что знать все это и ничего не делать — это самая жестокая форма самосаботажа. Сейчас ты стоишь на перепутье, у тебя есть два варианта, и твой мозг, этот ленивый орган, который стремится экономить энергию, будет подталкивать тебя к первому — ничего не делать. Вариант закрыть видео, вздохнуть и сказать «как интересно то, что было сказано», и продолжить свою жизнь точно так же, как 20 минут назад. Продолжать жаловаться в кафе с подругами, продолжать смотреть в телефон, ожидая того сообщения, которое не приходит, продолжать сравнивать себя и продолжать нести вину прошлого. Это легкий вариант, удобный вариант, безопасный вариант для твоей миндалины. Но я скажу тебе, какова цена этого варианта, и я хочу, чтобы ты хорошо это услышала, потому что это цена, которую ты платишь своей собственной жизнью. Повторение. Если ты не устранишь эти 9 вещей сегодня, 2026 год не станет Новым годом. Это будет 2025 год с другим номером, и 2027 год будет таким же. И ты придешь к концу своей жизни, прожив один и тот же год 80 раз, называя это жизнью, когда на самом деле это была петля. Представляешь ли ты трагедию? Прийти к концу пути, оглянуться назад и понять, что ты провела свои лучшие годы в стрессе из-за вещей, которые не имели значения, выпрашивая любовь у того, кто тебя не видел, и делая себя маленькой, чтобы поместиться в места, которые были тебе малы. Это не судьба, это выбор. И это выбор, который ты делаешь каждый раз, когда решаешь не отпускать. Второй вариант — трудный. Это вариант смелых. Это вариант сказать «хватит». Это вариант почувствовать страх, отпустить идентичность жертвы и все равно сделать это. Это вариант войти в 2026 год, обнаженный от оправданий. Возможно, ты боишься остаться одна, если отпустишь эти токсичные отношения. Но разве ты уже не чувствуешь себя одинокой, находясь с ними? Возможно, ты боишься потерпеть неудачу, если перестанешь использовать слово «пытаться». Но разве не является уже неудачей жить наполовину? Боль изменения острая, она интенсивная, но временная. Она может продлиться несколько недель, возможно, несколько месяцев нейронной перестройки. Но боль не изменение. Боль оставаться застрявшей. Чувствовать, что у тебя есть потенциал, который гниет внутри тебя. Это боль хроническая. Это тихое воспаление, которое гасит твою душу. День за днем, год за годом. Ты могла бы быть счастливее, но ты не осмелилась. Я не хочу этого для тебя. Нейронаука не хочет этого для тебя.
Твоя биология создана для расширения, а не для сжатия, Поэтому я бросаю тебе финальный вызов. Я не прошу тебя поставить лайк. Я прошу тебя о чем-то гораздо более сложном. Я прошу тебя удалить свою старую версию. Я прошу тебя взять на себя обязательства перед своей биографией. Представь, что сегодня 31 декабря 2026 года. Ты поднимаешь бокал. Какую женщину ты хочешь, чтобы держала этот бокал? Тревожную, реактивную и наполненную обидой женщину, которой ты являешься сегодня? Или безмятежную, магнетическую и свободную женщину, которая спрятана под всем этим мусором? Эта будущая женщина смотрит на тебя прямо сейчас из 2026 года. Она ждет тебя, но она не может прийти за тобой. Ты должна идти к ней. И чтобы идти к ней, ты должна отпустить камни. Ты не можешь бежать к своему будущему, если ты все еще прикована к своему прошлому. Возможно, настоящей проблемой никогда не были мужчины, ни работа, ни экономика, ни удача. Возможно, и это самая суровая и самая освобождающая правда, которую ты услышишь, единственным препятствием, которое было между тобой и жизнью, о которой ты мечтаешь, была ты, цепляющаяся за то, что причиняет тебе боль. Возможно, история повторяется, но только если ты позволяешь ей повторяться. Или, возможно, только возможно, это тот самый момент, та самая секунда, в которую ты решаешь, что история меняется, что сценарий пишешь ты, что паразиты уходят, и что 2026 год не будет годом, когда ты пыталась быть счастливой, а годом, когда ты, наконец, позволила себе быть ею. Войди в Новый год налегке. Оставь боль, вину, страх и стыд здесь, в этом видео, в этом моменте. Захлопни перед ними дверь. Ты заслуживаешь года, когда все течет, а не когда все давит. Ты заслуживаешь, чтобы с тобой происходили хорошие вещи. Но чтобы с тобой происходили хорошие вещи, ты должна перестать терпеть плохие. Дверь открыта. Да.